Мої вітання. В майже літо попали ми з вами. У нас стоят такие неимоверно критические температуры до плюс 26 уже 2 дня. Представьте, за это время, я уже в кепке, за это время у нас уже все пораспускалось. Собирается цвести моя писарди розовыми, такими бело-розовые цветы у нее. Я спешу все сделать, ничего не успеваю. Сегодня расскажу вам про садовые работы. Ветер такой. Садовые работы, которые я делаю сейчас в саду. Может быть, что-то вы возьмете себе на заметку. Покажу, как я делю спирею свою как раз. Ну, надо было даже раньше, но никто не предполагал, что такая температура будет. Как размножаю свой горизонтальный можжевельник. Покажу, чем свой рододендрон, который хлорозил, чем я поливаю, как делаю. Пройдемся по саду. У меня уже пион вот с такими почками цветочными, древовидный. А травянистые вот за вот эти 3 дня такие метаморфозы произошли. Это вообще. Идемте, покажу и расскажу все. Пока Света бегала, организовывала место для съемок, поднялся ветрюганище, у нас пыльную бурю обещают. Но думаю, у меня все получится, я вам расскажу. Начну с того, расскажу, как вот эту спирею Golden Princess, вот это именно это место. Тут у меня в середине лилейники растут, а тут это Golden Princess. Как я ее размножила. Никто не поверит, что я купила 2 вот таких вот веточки с корнем у бабуськи. Ну, они в горшочках были. И посадила. Почитала, что она очень хорошо размножается. Сейчас вам покажу, как я ее первый месяц прямо размножала. Кустик был, ну, буквально вот такой. Это я как раз вчера их разделила. Вот такой кустик. Я взяла самую мягкую веточку, отводками опустила, прикопала Света и положила камешек, чтобы, ну, веточка сильно тоненькая, чтобы ее не снесло, не перенесло. Через 2 месяца вот такусенькая ветка, вот так можно, вот этот отводкой такой, дала корешки. На осень у меня уже было с десяток кустиков. Прямо вот так и камешек сверху положить. На следующий год, за 2 года, в общем, я хочу сказать, я сделала вокруг всех своих писарди и там будет такой приствольный круг в форме квадрата. Ну а сейчас я ее делю уже немножко другим способом, чтобы быстрее. Выкапываю кустик. Делать это надо, конечно, не в такие критические перепады температур, а когда листиков еще нету, только-только. Выкапываем вот такой примерно кустик, сильно большой, вот такой не стоит. У спиреи мочковатая корневая система, и ее очень сложно поделить. Сейчас я вам на примере вот этого покажу. Тут, наверное, его можно как раз разделить. Не сильно много и не сильно мало. Будет такой ком. Делим. Остается, даже если 1 или 2 корешочка, этого вполне нам хватит, чтобы размножить кустик. Вот у этой веточки появится 2 малюсеньких корешочка, и все, куст готов. Спирея очень легко делится. Вся спирея. И Грефшейм, и Вангута, и Golden Princess, любая спирея очень живучая, ее не удобрять не надо, ничего с ней делать не надо. И вот так красиво делится. Мы увидим, как тут будет прямо шикарная зона уже там недельки через 2. В центре у меня растут лилейники. Вы скажете, сильно близко. Я посмотрю, планирую, если сильно спирея разрастется, я эти лилейники отсюда удалю. Выкопаю, пересажу, чтобы у меня просто не было пусто. Но сейчас выкопаем, покажу вам, что получится.
Она у меня тут замульчирована, конечно. Кепку я сняла, потому что ветрюганище такой. И элементарно мы ее просто берем и выкапываем. Вот, смотрите, какой прямо шикарный кустик у нас получился. Вот такая корневая система. Видите, мочковатая, хорошая. И делить мы ее будем прямо вот тут. Вот так разделим пополам. И тут или секатором, или ножницами большими, чтобы у нас часть корней пошло в эту сторону, часть в эту. Сейчас я это буду делать, а вы посмотрите. И вот у нас, смотрите, вот так получилось. Прямо по живому на две части мы ее разделили и развели. Вы видите, какие у них корни у спирей? Кусочек упал. Вот два кустика, отличнейших кустика. А знаете, я еще что сделала? Сейчас покажу вам. Ну и все, и сажаем. Сейчас я одну там посажу, другую рядышком, два кустика. Что я сделала? Я оставила... О, а у меня вот еще одно такое же получится. Дерево. Поделилась на много кустиков, деревца. Вот эту поросль я удалю. И вот такое деревце у меня будет. У меня возле лавочки там я посадила. И будет миниатюрное деревце из спирей. Так и сделаю. А еще у нас еще одно деревце. Его можно стричь так и шариком. И как вы придумаете себе красоту такую делать. Прямо красотень. Все, сейчас мы сажаем вот этот кустище. Они очень быстро разрастаются. Корневую систему не жалейте. Сейчас покажу, что получилось. Мы не забываем, конечно же, полить, хоть она и неприхотливая, но полить ее стоит. А вот эти два деревца, пойдем, я сейчас посажу их, вот это состригу и посажу возле лавочки. У меня будет аллейка миниатюрных спиреек. Так, а сейчас я вам хотела показать еще один интересный момент. Какая зеленая Мириам. Прямо красотень. Про вот этот можжевельник горизонтальный. Это принц Уэльский. Я вам что-то про свои горизонтальные можжевельники мало рассказывала. Они элементарно делятся. Сейчас покажу, как. Этот я уже с него сняла, с десяток побегов. Он примерно метр у меня по ширине. Значит, смотрите, у горизонтальных можжевельников, как только они касаются земли, у них сразу происходит укоренение. Не мульчировано, не замульчировано, когда солнышко опять выглянуло, а где касается вот такой земли. Ну, этот я вчера вот тут обрезала, видите, покажу на примере. Вы даже его, когда будете приподнимать, вытягивать, он как к земле приросший. Почему? Потому что корни пустил. И что мы делаем? Мы берем и вот эту укорененную веточку просто вырезаем. Ну, тут я уже ничего не хочу резать. На следующем покажу вам. Вот тут я хотела немножко его прорядить. Смотрите. Вот укорененная ветка. Видны корешки? Вот они. Вот корешки. И я беру ее и сразу вырезаю секатором. Сейчас покажу. Вот. Смотрите, вот у нее корни вот так на просвет. Вот, виднее. Видите? Дальше мы берем и у нее, сейчас положу ее тут,
чтобы виднее было. И у нее обрезаем вот эти вот побеги, чтобы она нам не рост давала, а пошла она, что-то секатор у меня, укореняться. Смотрите, что можно сделать. Вчера ветку, когда одну я делала, вот этих корней у меня было, она вся лежала на земле, и я ее просто поделила на несколько кусочков. Этот я оставлю один. У меня уже их столько по саду. Можно закрыть все неприглядные места. Вот я уже тут посадила, видите, веточку одну. Я ее, кстати, и не пристригла. Так, и он будет вот такой же красивой подушкой закрывать вам, ну вот этому 2 года, 2,5 года, так он нарос. Вот такая веточка, вот такая. На следующий год у вас уже пойдут хорошо побеги в разные стороны. В этом году она укореняться будет. Поливать ее не забывайте сразу после. Хвойные вообще надо сразу после высадки, вот если вы ну, вот такими веточками, хотя бы первые 5-6 дней проливайте каждый вечер. Сейчас такая погода непредсказуемая. Так, за спирею вам рассказала, за вот эту веточку рассказала. Сейчас я ее засуну пока в лейку, чтобы она у нас не засохла. Где мои деревца спиреи? Света уже где-то положила, потеряла. Да не забудь же их высадить. Ну, дела. Так, ладно, поищу. Вот одно надо рядышком положить. Вот они, нашла. То распереживалась, я так один раз потеряла, через 2 дня нашла свои саженцы. Так, а сейчас я вам хотела еще ответить на вопрос про рододендрон. Ветер сильный. Пойдем покажу сейчас. Показываю вот про этот рододендрон. Я вам говорила на прогулке, стал хлорозить. Если у кого-то подобная проблема или что-то не так, еще раз хочу сакцентировать на этом внимание. Что я делаю? Во-первых, обработка хелатом железа плюс циркон. Циркон антистресс, как бы укоренитель, кепку сняла уже. Хелат железа, неважно какой фирмы, я взяла большую пачку. Вот так вот он выглядит, такого желтовато-коричневого цвета. Как он разводится. Смотрите, тут на этикетке написано 5-150 грамм на 100 литров воды. Чтобы вы ориентировались, это примерно, я беру среднее, 10 грамм на 10 литров. Лучше по листу опрыскивать. Вообще по листу удобрения быстрее доходят до растения, он сразу их впитывает. Вот, допустим, этот рододендрон. И отвечать будет взаимностью на ваши подкормки. Если хлорозит, если ваши хвойные, был вот вопрос, сколько раз надо опрыскивать. Если есть проблемы, 3-4 раза, не меньше месяца, с перерывом в неделю. Хелат железа плюс циркон мешать можно, тоже спрашивали. Именно эти препараты мешать можно, смешивать. И по кроне прямо сильно-сильно видно, что у него лист уже зеленый. Вот тут вот пошла зелень и к краям листа, по краю листа самый последний момент. Это рододендрон Pushy Purple. Такой темно-сиреневый, может быть, поэтому он так среагировал. Что я сделала еще? Я взяла кислый торф. Он выглядит как обычный кислый торф. И что я сделала? Я раздвинула свой хвойный опад. Я так подумала, может быть, ему недостаточно. Все остальные рододендроны хорошо. Раздвинула хвойный опад и прямо сильно замульчировала вот таким кислым торфом приствольный круг. Кстати, тут
Это с этой стороны у меня мало. И он нам еще получится подкисляет почву вокруг рододендрона. И обязательно потом пролить. Удобрять сейчас рододендроны никакими больше удобрениями мы не удобряем. Еще рано, погода нестабильная, нам завтра обещают всего 5-8 градусов. Такая может быть случится незадача. Так, садовые работы. Значит, вот я хилатом железа прохожу, что делаю. С рододендроном сделала. Посажу свои спиреи, можжевельники уже поразмножала. Сейчас самое время вот эти делить любой горизонтальный можжевельник. Приподнимаете веточку, смотрите, есть корешочки, все, отсекаете и рассаживаете по саду все свои неприглядные места. Сейчас покажу вам еще розы. Только я успела их пооткрывать. Думаю, пока мы хотели уже не деревянные опоры, а в тех местах, где крупные розы, хотела я трубы прямо забетонировать, а потом, когда будем опалубку на веранду делать, срежем их. Не успеваем мы поднять крышу. Я же планировала к трубам крыши веранды. Но обстоятельства складываются так, что у нас сейчас другая прямо работа срочная стоит. Крыльцо там надо делать возле котельной. Туда вложения будут. Так, но это я не про это хотела сказать. Хотела сказать, что только я открыла свои розы. Думаю, пока мы те трубы замонолитим, сделаем хотя бы штуки 3-4, они более крепко, чем деревянные брусы, или там в том году я временные деревянные опоры делала, я вам покажу. Мы их оставим, где розы не сильно наросли плетистые. У меня-то их ни много ни мало, я вам показала 22, а их около 40, потому что по 2-3 розы, и некоторые сорта я вам вообще еще не показывала. А они уже пустили вот такие у меня побеги. Их надо срочно везде раскладывать, горизонталить. Все плетистые розы я горизонталю. И вот представьте, я по саду сейчас бегаю, так резко потеплело, делаю все дела одновременно. То одно, то другое, то третье. Сейчас покажу вам розы и сразу, пока еще не показала, отвечу на вопрос. Сегодня прямо утром мне пришел вопрос, в какие горшочки пересаживать черенки гортензий наши. Во-первых, я очень рада, что у вас получилось. Ну, не только у того, кто задал этот вопрос, а вообще, что мои рекомендации помогли вам вырастить из череночков кустики гортензий. Вот, я свои пересадила, сейчас прикреплю видео, покажу, в горшочки по пол-литра, можно в литровые, но в начале июня я их планирую уже высаживать в сад. Я их в горшках держать не буду. Вы, если еще место им не нашли, берите горшочек побольше. За все лето корневая там хорошо нарастет у него. Если у меня до июня уже весь горшок оплетен корнями. У гортензий такая мочковатая, большая корневая система, хорошо они нарастают. Не забывайте обрабатывать от клеща. Это самое сейчас удобряем слегка. Потеплеет, будем уже такие хорошие удобрения плантофолом по листу. А сейчас от клеща. Раз в 2 недели это как минимум. Вот такие молодые листики у нас съест клещ. Нет уже в саду еще гортензий, нету мало растений, а клещ голодный, вот он и нападет. Так, значит, пересаживайте в какой грунт. Вот, хотела сказать, вот эти молодые череночки пересаживайте уже не в покупной чистый грунт, даже с микроэлементами, в котором мы их укореняли, а уже добавляйте песочек, чуть-чуть кислого торфа можно, смотря какой грунт, и вашу садовую землю. Почему? Потому что растение-то дальше будет расти вот где-то просто в саду, в обычной земле, и корневая у нее не будет же вот такая, она распространится дальше и волей-неволей в такую, в обычную землю, чтобы она постепенно к ней привыкала.
Если у вас там земля совсем плохая, песок или глина такая, то придется, конечно, огромную ямищу рыть, менять грунт, в зависимости от того, какой куст вы планируете, большой или штамп из нее потом делать. У меня, кстати, штампов по всему саду. Я вам буду показывать в этом году. Опять молоденькие. Я посадила веточки вот такие, они уже вот из-за этой жары в штамп пошли. Вот этот древовидный пион, который мы 5 или 6 дней назад мы с вами подвязывали. Вы посмотрите, он уже весь на листьях и на бутонах. Что я за него хотела сказать? Какое количество бутонов у него. Если похолодает, обязательно надо его укрыть агроволокном, потому что вот эти цветочные почки, если минус будет, что вполне может быть. А вот мы обрезали его совсем недавно. Могут померзнуть эти цветочные почки. Куст как распушился. Ну, вот мы его связывали с вами. Да, погода бьет все рекорды. А вот тут я высадила и ветками позакрывала вот эти гладиолусы. Такими полянками. Я вам рассказывала, что в прошлом году Света начудила и посадила их в полутень. А вот наш еще мой принц Уэльский. Начудила и посадила в полутень. Что по итогу получилось? Получилось то, что обмельчали. Это Грейстар, гортензия сюда пересажена. Осенью была уже на бутонах на каких. Обмельчали наши. Очень мало было новых луковичек. Ну, что-то я сохранила, конечно. И докупила новых пионов, новых гладиолусов. Высадила, уже их высадила. Что хотела сказать за них, что перед тем, как гладиолусы высаживать, вы только купили их, надо обязательно замочить перед самой посадкой. Замочить их надо в фунгициде. Не имеет значения, какой фунгицид вы будете использовать. Непосредственно перед тем, как будете их в землю закапывать на 15 минут, немножко слабее, чем мы обрызгиваем пульверизатором, сделайте раствор. И на 15 минут посадить, положить в этот раствор. Они, если какие-то болезни с собой принесли или что там при перевозке травмированы. Смотрите, какие у меня уже тут лилии. Даже не знаю, что делать. Так быстро растения, хоть они у меня тут и замульчированы, были. Палочки-то от собак. В общем, луковицы гладиолусов, да, и всех растений. И лилии тоже надо перед посадкой на несколько минут в воде замочить с фунгицидом. Можно даже, если у вас фунгицида под рукой нету, а решили высаживать, слабый раствор марганцовки. Сделайте, положите и потом спокойно высаживайте, чтобы у вас обеззаразились луковицы. Вот вам покажу. Сейчас, смотрите, потеплело. Какого размера мои пионы. Это травянистые. Видано, не видано. Уже бутоны там, наверное, будут по 25 сантиметров. А смотрите, что интересно. Я этот древовидный, этот травянистый пион, решила, он у меня вон там рос, ближе, потому что сильно под кустом гортензии. Это Skyfall гортензия. Оставили, видимо, 2 корешочка каких-то, хотя пересаживала полностью, ком взяла. И у меня как бы 2 кустика еще новых. Но это уже пусть они растут, на осень будут. Так, хоть бы у нас не сильно похолодало. Вот вам, пожалуйста, тоже горизонтальный можжевельник. И тоже вон у него корнище. Ну, Jet River. Вот этот он такой голубоватый. Ой, тут надо порядки наводить. Но сейчас
не до порядка. Сейчас хоть бы успеть вот такие дела насущные сделать. Ну все, желаю вам успехов и успеть все в наших садовых делах. Лиственница расцвела. В следующий раз, наверное, посмотрим какие-нибудь розы сорта, вам покажу. А потом уже будем гулять по саду с вами вместе. И смотреть, что да как. Лиственница. Все. Буду еще... вот еще. Планировала приствольные круги делать, чтобы было удобно газон. Это надо мне докупить зеленого бордюра. И вот тут сделать газон надо. Аэрировать, скарифицировать. Вот вам катаклизмы природы. Всего хорошего. Задавайте свои вопросы. Дождь, наверное, начнется. Или что будет, непонятная погода. Всего хорошего.